Так, снова всем здравствуйте, ребятки. Давайте вот такой вот замечательный вопрос, да? Ну, как интересно. Как решится ваша ситуация с документами? Давайте скажем так. Будет 3 варианта, а потом я объясню. Первый, второй, третий. Выбирайте каждый свой вариант. Всем здравствуйте еще раз, кто присоединяется к нам. Алекса Александровна, во благо, но пока еще не за что. Если вы в прошлом эфире, возможно. Так, 2, 3. Определяйтесь, пожалуйста. Несколько секунд. И сейчас смотрите, что я делаю. 1, 2 и 3. И вот кому что достанется. Я думаю, что все определились. Второй вариант нейтральный, сразу говорю. Здесь люди, которым было делано, переброс делали на вас, чтобы у вас была проблема с документацией с какой-то. А это те люди, у которых реальные проблемы с законом. И не только с законом, но и с интересными, давайте скажем так, организациями, которые вне закона и зарабатывают больше, чем политики, скорее всего. И вот это создание перебрасывало на вас свои проблемы. Как у вас совпало, не совпало, смотрите сами, пожалуйста. Вот так вот, я вот это поставлю. Вот так. Погнали, первый вариант. Как решатся ваши проблемы с документами? И я вам хочу сказать, что здесь еще нити судьбы не сплетены. Еще что-то вы должны определиться, либо что-то решиться. Но смотрите, чтобы ваш единомышленник, друг, допустим, либо человек попадет под влияние, и у него надуманные проблемы, и пойдет белиберда с документацией, либо же сам человек, которого вы считаете другом, он как оборотень, понимаете? И в надуманные проблемы вас может вогнать. Что-то здесь вы будете еще решать. Я вам говорю сразу. Так. Подумайте, прежде чем куда-то к кому-то обращаться, особенно если в дорогу надо отправляться. Давайте посмотрим, что у вас здесь, как решиться с документами. Я же говорю, здесь вопросы именно, понимаете, того, чтобы на вас скинуть, чтобы у вас были
Оковы. Можете либо снова попасть в ту же ситуацию, от которой только что открестились, либо уже завершить ее основательно. Что нужно, чтобы завершить? Не все знаете о каком-то человеке эгоисте, которому плевать на других. Человек сейчас под бременем, тяжелая ноша, страхи. Воздействует обрядами. Из-за этих же обрядов попал в круговорот проблем. Ревнует вас к вашему достатку, к счастью, к другому человеку. Не знаю к чему, да пофигу к чему. Ревнует. Не победил человек эмоции. Ему ничего не хочется делать. Знаете из-за чего? Из-за того, что вы себя реализовываете, и у вас удачные выгодные сделки валят. Человек для вас вообще просто соревнуется с вами. Вы с ним разругались, не общаетесь. Он к вам может через интернет под разными личинами подлазить, чтобы вас на эмоции вывести. Очень сильная жажда материальных благ. Вот это все, видимо, вы оторвали основательно что-то. Почистили, либо еще какой-то момент. И тут надо это дожать ситуацию. Так, человек хотел бы, видимо, чтобы вы либо на связь вышли, либо как-то, пошли на контакт. Не получается к вам подцепиться, видимо, так, как получалось ранее по магии. Хотели вам вот такой вот. Так, как у вас тут решится еще с документами? У вас здесь, во-первых, вас считают, что вы самомнительная эгоистка, либо эгоист. Нужны ваши знания. Нужно, чтобы вы их прям подоткрыли. Поняли? Палки в колеса вам ставят. Человек издалека менталом на вас работает, 15-й отправляет. Человек из семьи был вхож в ваш дом. Направляет на ваш дом специально. Баба старая здесь задействована. Баба с помрачением рассудка, старая карга, короче. И что? И мужик. Карга и мужик. Крупные сделки, договора им нужны. А они все освобождены. Здесь нищета. Нищенское положение людишек, и у них белочка. Так. Они приняли важное решение, чтобы забрать вашу власть, а вас закинуть в тоску, в муки душевные, в депрессию. Змеями, понимаете, на ваш ресурс, на ваше богатство. Воровать не получается, как прежде. Каналы не подключаются к вам. А они змеями хотят, понимаете? Не могут, тогда сделаем хоть что-нибудь, авось поможет. Знаете, чтобы в вашем пространстве какие-то змеи появились. Вы давно развалили отношения с этими людьми. Хотят, чтобы вы прекратили чего-то желать. Знаете, вот вы ожидаете, что что-то исполнится, а они как пытаются воздействовать, причем сами с больной балдой, и воздействуют на вас, чтобы вы как будто разуверились и перестали ждать. У вас очищение идет. В какую-то стагнацию, в покой могли попасть. Вы знаете, здесь у вас амбиции интересные, и духовной мудрости и силы предостаточно, чтобы прикрыть целый шабаш. Здесь может быть свекруха бывшей, как вариант, а там смотрите сами. Она побежала к одному практику, бывшей к другому. Понимаете?
понимаете? И здесь попали товарищи под... ну, стали жратвой для христианского эгрегора. Все. Ящик Пандоры за их жадность, за ненасытное желание. Я думаю, что здесь у вас вопросы с документами решатся. Единственное, что вот куда-то либо вам надо отправиться, ребята, либо смотрите внимательно, к кому отправляетесь. Либо смотрите, кто к вам в пространство будет тут подлазить, друг, товарищ, может, это нанятый ими персонаж. Давайте так, чтобы вы, ну, пришли в осознанность. Ребята, это не означает, что эти лошары постучат к вам в дом. Это означает, что будет ментальное просто уничтожение. И все. Понятно? Люди, я еще раз повторюсь, с вами на расстоянии. Вот так вот. Нормально вы их там пригорнули. Уж не знаю, каким способом, но здесь что-то еще не решилось. Что-то вам нужно сделать, либо кому-то обратиться, может, к какому-то юристу, к адвокату. Понятно? Смотрите на второй вариант 4. Это отсюда, наверное. Так, второй вариант. Здесь баба какая-то, баба-сплетница. Счастья, удачи хочет, рунами на вас работает, ритуалистику делает. Погнали, что у вас здесь, ребята? Хочет, чтобы планы ее осуществились. Возможно, вы вместе делали проект, либо работали, либо что-то вместе вы осуществляли. Не знаю, чай пили, либо же деревья садили. Баба хочет роста для себя, хочет возрождения. У нее потери идут, она хочет избавиться от потерь. Почиститься за ваш счет, если вы с тьмой и светом работаете. Ну, она как-то смело в пространство заявляет, что я типа расставила приоритеты, я теперь определилась. Мол, мне тайная область знаний важнее. А у нее нет знаний. Здесь человек лишен знаний, если практиком была или еще что-то. Ну, отрубили от потока. Пытается сохранять спокойствие, что это временно, либо еще что-то. Откровение о том, что, ну, ей летит от татушки, от ата. И у нее уже определенная программа, налаженная на ней, находятся, благодаря которым она будет в одиночестве. Контроль своей жизни женщина не может привести в порядок ради того, чтобы сбылись ее надежды. А вы, видимо, туда ломанулись, и не устраивает это человека. Кража. Она ворует ваш переход души на новый уровень. Из-за зависти, которая ее изнутри выедает. Да, здесь ведьма. Здесь ведьма, на ней сейчас, во-первых, по ней прошлись, видимо, неплохим плугом таким, знаете, по ебальнику. Как минимум по ебальнику. То есть уродливой стала, постарела быстро. На нее валится куча магии. Кучище просто. Почему? Потому что она по интуициям, по воде, понимаете? По чувствам пробита к ебени. Ее уничтожили. Причем люди, которых она считала родственными для нее. Здесь она с ними уже все, не общается. Видимо, она вас когда-то так предала, вот и говорит, рассчитывала только на себя, такая деловая, блатная, и все, больше не рассчитывает. Ноль. Ноль, который ушел во тьму глобальных изменений. Договора заключала с темными, чтобы решить все свои проблемы. Договора не работают, попала в нищету, тупо выживает сейчас. Хочет расстаться с нищетой. Преобразовать судьбу и идти к высшему мирозданию. Хочет компромисса от высших сил. У вас проблемы насчет документации решаться, сразу говорю. Здесь прям как, знаете, луч света найдете. Человек
под сущностями ждет какой-то встречи. Знаете, как говорит, много работала над этим. В добрую фею играла. Высший абсолют за ней смотрит давно. Давно что-то у нее разрушено. А ну-ка, это у вас. Смотрите, а это она плела интриги. Интриги, расставляла сети на ваши перспективы, ставила вас в жертву, влазила в ваше древо рода ради того, чтобы защиты взять, потому что защиты, когда полетели, да, кайфажорить и кайфажорить надо, понимаете, что ты там ожидаешь? Бухает и чего-то ожидает, под действием, ну, хорошо, если свечи жжет. Да, да, жжет девочки, мальчики, пытается свои намагичить финансы обратно. А чувствует, что она какая-то неполноценная, знаете, и чувствует себя лишней, потому что, видимо, если, ну, даже на Таро именно гадала, понимаете, вот это вот гадалка тут. Вот и все уже, даже это не получается. Ни черта не совпадает, блядь, с реальностью. Неожиданное ей событие валит. Как она хотела замуж, это пиздец, блядь. Опять не получилось, опять не подобрали. Все, и решила, наверное, видимо, мне надо побыть наедине с самим собой. Если вы, она в курсе была, что у вас была аскеза в плане секса, она решит повторить ваш путь. Сразу вам говорю. Да, ей деньги со всего мира подавай через интернет, и еще и семья нужна. Такая, знаете, о которой мечтает. Вот. У человека нет возможности выбора, в плену, в скуке, в печали, в грусти, тоске. Считала себя высокодуховной личностью, здесь расправа полетела, и потери, 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 бесплодные попытки вообще в любых аспектах жизни. Пытается с родом как-то, знаете, законнектиться со своим. Ну, со своим? Нет, ну, с вашим. Да, с вашим, блядь, с вашим по нижним чакрам. И при этом еще грязь, понимаете, всякую говнину изо рта тулит в вашу сторону, а по магии пидорасина, блядь, берет и пытается спиздить ресурсы вашего рода. А, да пизделась, теперь пиздеть не с кем. Все, гроб, трансформация, смерть и кармушка настигла. Вам что? Начало, новые начинания, потенциал. Так. Мороки может пытаться еще там что-то накинуть. Мороки насчет того. Вот смотрите, вы будете о ней думать, там злобиться. Не тратьте на это энергию. Нахуй с пляжа. Здесь человек хочет, чтобы вы боялись творчеством заниматься и себя реализовывать. Понятно? Не получится у нее, все под замком. Ментально как-то на вас влиять, еще что-то. Она теперь будет в испытании и без возможности с мужиками быть. Здесь высший абсолют это все закрывает. Эту красотету. Вот она как-то, видать, влияла. Тоже на какие-то решения. Но здесь, знаете как, я вам хочу сказать, мальчики и девочки, здесь не сколько с документами было. Здесь ваши права законные на вашу силу от высших сил. Понятно? Ваш род, ваше древо ввалило. Если с документами какие-то аспекты есть, ну, значит, что я вам хочу сказать, уже до такой степени она на вас надомагичилась. Понимаете? Да, здесь вы, ребят, уже начали бороться так нешуточно за все то, что, к чему у вас сердце лежит. А вы расстались. Вы человека могли считать частью своей судьбы, семьи. Вам деньги идут.
на постоянной основе. Но это прервется. Новости какие-то от этого человека, от этой красавицы, да. Вы можете знать, что, допустим, или узнаете, или уже в курсе, что она разругалась с кем-то, и у нее прям бешеная обида на своих близких. Либо на тех, кого она считала близкими друзьями, товарищами, соратниками, кому доверяла. Так, почему? Семью защищайте, пожалуйста, стремитесь дальше достичь своей цели. Она хочет, чтобы вы перестали бороться. На детей. Ну, детей ваших может глазить. Следит за вами. Следит, сработают ли ее цепи. Магичит на вашего ребенка. И на ваше творчество, на ваше дело, на ваш бизнес. На ребенка я специально уточнила, да, делает. Чтоб вы, видимо, отвлеклись. Так, третий вариант. Да, здесь люди воровали просто силу других, боролись с высшими силами, мол, я иду за своей надеждой, мечтой, на войне все средства хороши, мне нужна стабильность плодородия, сила, власть, мудрость, это все с помощью магии, только с помощью магии. Как ваши вопросы решатся? Думают, что им кто-то поможет, какие-то фамильяры, тотемы защитки, либо будут обращаться, уточнять у разных практиков. Они как зависимы, блядь, знаете, от мнения тех, кто им подскажет, куда дальше идти и что делать. Они так радуются, что о них кто-то заботится, это просто жесть, а заботиться на самом деле. Это там только бабки интересуют людей. Они заебывают практиков, давайте я вам так скажу. Они становятся марионетками в руках этих практиков. Они аж ссутся, ой, нам помогут, у нас все решится. Угу. Да. Здесь вопросы реально с документами на недвижимость, на имущество, на фирмы, пароходы, вездеходы. Понятно? Думают, что в рост пойдет все у них. Отсекается все напрочь. Не будет ни черта у них. Они вылазили в древо рода, причем, знаете, их такое сильных выбирали и силу воровали под масками, прорыв ради собственного прорыва. А здесь прям пизжено с помощью чернухи. С их родом что? Самоуничижение, жертва. Начало загадок очень тайных. Теперь они в их жизни, они не будут знать, кто с ними и какую игру ведет. Просчитать не смогут. Заблудились в лабиринте. Да, здесь высшие стоят за этим. И они позаботятся над тем, чтобы эти люди не просто заблудились вообще в поисках ответов. Эти люди заблудятся вообще, кто они, для чего они, где они. И знаете, вот уже прям лучше сойти с ума, чем разгрести все то дерьмо, которое навалится. Ребята. Здесь люди могут подкупать,
присяжных, судей. Для того, чтобы какой-то прорыв у них был. Бумеранг им. Это все им бумерангом легло. Здесь людишки пытаются переложить свою, знаете, они магия. От маг намагичит, и у нас дело в нашу сторону пойдет, и банк с нас не возьмет, процент, допустим, не заберет, и недвижимость мы вернем, и ебанины объевшиеся, блядь, людишки. Здесь им бумеранг валит, они, видимо, вам палки в колеса встромляли основательно. Здесь четко и ясно бумеранг. И я вам хочу еще сказать так. Меня интересует... Так, ребятки, вопрос решится на покров. Если кто понял намек, поймете, что делать дальше. Больше ничего не скажу. Значит, смотрите, вокруг людей вампирюги. Само древо рода этих людей, сила, стабильность, качественность очень быстрыми темпами отваливает к магу, к практику. Я спросила, вы ли это? Одни ребята еще в лабиринтах блуждают, ждут каких-то новостей, документов с разбитым сердцем, блядь, еще сопли жуют. Давайте откровенно скажу. Другим слишком, да, для вас стало все на свои места, вы внесли ясность, но вы еще в порочном круге бедствий, потому что вы здесь перекрыли себе сердечную чакру, озлобиться могли. Здесь маг-практик забирает их ресурсы. Удача циклично валит целеустремленному практику. Либо же непосредственно все это приостановлено определенными силами погостными. То есть просто они, как знаете, аккумулируется энергия абсолютно в третьей инстанции, куда вам лезть пока не надо. Они ждут приятных новостей, они потратились, они заплатили, но их ждут расходы, как материальные, так и физические. Здесь потеря бабла, потеря бизнеса, потеря документации, потеря статуса, потеря недвижимости, и люди на этом фоне начинают просто разрушаться психологически и физически разлагаться в прямом смысле этого слова. Опа, еще по этому варианту есть третий поток. Кто-то здесь из вас вышел из порочного круга бедствий за счет того, что хладнокровно ебанули, поставили себе такие защиты, от которых бумеранг вот этот-то и катнул, понимаете, до такой степени. Кто-то как-то еще, знаете, где можете блуждать, слишком зациклены на том, чтобы отомстить. Вот так-то. То есть, подумайте над этим.
здесь маг-практик, какая-то баба через эгрегоры, причем по справедливости, через эгрегоры, религию, через свои знания просто, ну, шарахнула. Вам здесь не давали семью создать. Подсел к ним свалил. Отлично. Еще и как. О, да. Бля, у них преобразование рода идет. Блядь, спрашиваю, куда Луна и дьявол и маг? К темному практику. Практик, видимо, выполнил работу какую-то, а практику пошел откат, и практик забрал из их рода. Это ведь люди думают, что это вы или еще что-то. Либо на вас перекидывали, практику пошел откат, и опа, и она решила, или он, неважно, решила себе подгрести остатки, чтобы самой на плаву остаться. Так. Она говорит, я работу выполняла, по любятине там подселы накидывала кому надо. Жгла, работала. Слушайте, они могли ей просто не доплатить, блядь, элементарно. Вот почему по справедливости. Вот оно. Не по кодексу она работала, но неважно, ей там свои приколы прилетят. О, да. И Один еще под конец этого всего выходит. Почему? Мне интересно, знаете что? Мне интересен следующий момент. Сейчас, секунду. Мне интересен следующий момент. Я определенные карты отсюда уберу. Куда ресурс родовой валит? Какая часть рода? Так, девочки, мальчики, вопросы, если с бывшатиной, мамками, блядь, папками, их там сестрами, тетками, дядьками. Вам обучение до мастерства дела дойдете, в отношения вступите однозначно, это лично для вас. Вне зависимости от того, есть ли у вас дети общие. Здесь перетрансформация древа рода идет, и часть этого рода отправляется. Нихера себе. Так, для вашего ребенка, скажу так, заикца будет в будущем. Часть их древа, видимо, на ресурсе которого они сидели. Почему? Потому что, дамы и господа, не нужно быть, всем уже это понятно, надеюсь, всем. В зависимости от вашего выбора, от ваших слов и даже мыслей к вам приходят те либо иные души из вашего рода. Поняли? В роду бывали разные. Вот они, эти люди, притянули определенных созданий из рода, да?
И вот эти создания, которые им когда-то помогали, они отчаливают к хозяину погоста, ибо они должны отработать дань. Каким образом? Души их рода теперь будут помогать всем тем, кого обидели через привороты, отвороты, и будут приходить просить помощи на погосте. Это души идут работать, просто пахать за деяния ныне живущих. За магию, которую эти люди творили на погосте. Здесь сам князь Бала. Почему-то сатана здесь тоже мне проходит. Видимо, обращение и ритуалистика были для этого господина сотворены. Правит этим балом. Он берет в уплату долга. Помните, да? Пираты Карибского моря, как капитан Джек Воробей сказал, отправил этого Орландо Блума к этому щупальцам, блядь, забыла, как его зовут. Скажи, Джек в уплату долга прислал. Вот здесь примерно то же самое. В уплату долга пошли. И они, естественно, уже все не помогают тем. Тут прям пришли, здесь жесть. Здесь просто жесть. Товарищи, до которых они так целеустремленно лезли. Ну, зачем вам это знать? Они вам 9 мечей делали. Ради триумфа, и не только вам. Родовые знания, все себе, блядь. Защиты пытались себе забрать. Закрывали вам любовь, возможность выбора. Смотрите, 9, 10, 8 мечей, блядь, народ на влюбленных. Да иди что, блядь. Чтобы иметь самим преимущество в любятине, понимаете, и в других аспектах. Ну, они больше всего бабло любят. Так что здесь, дамы и господа, а ну-ка, кто возле них там остается, блядь, из рода, мне интересно. А те, с кем они там договора заключали? Ну-ка, подождите. Значит так, ребята, они заключали договора ради богатства на местах силы, занимали бабло, лишь бы, знаете, практику оплатить, в кредиты даже влазили. Ничего не работает, никто на них не работает. Здесь, я вам скажу так, здесь распределением рода занимается сама Регина рода, которая их просто под снос идет. Почему? Она за их ошибки, за их треугольники
Сейчас переписывается судьба. Если останутся дети, давайте скажем так, мужчины в этом роду, вот детки, если у них есть там, пока не научатся любить эту жизнь, быть верными, преданными, видеть больше и дальше, чем нужно, а не оставаться узко зашоренными, блядь, знаете, там, деградирующими, пока не научатся изобретать, созидать и своими руками зарабатывать, а не с помощью других, они к успеху не придут. Над женщинами здесь будет давайте скажем так, любая попытка привлечь, особенно мужика, с помощью магии, это их дочери, здесь все, трындец. Здесь пока женщины, здесь будут вплоть до суицида, в реку с моста, блядь, с крыши вниз головой в асфальт, понимаете, играть в страуса. Здесь до тех пор, пока женщина одна у них не родится, возьмет знания по кодексу, да, переживет потери, сбалансирует свою силу, но это не одно, блядь, столетие может уйти. А тут неприятие, здесь бабы не принимают этого фактора. Они не знают, как это, если не с помощью магии, насильной магии, грязной магии, понимаете? Здесь уже Регина Рода вышла с мечом и говорит, вам пиздец, я заебалась, блядь, я не для этого вообще эту ветку, блядь, давала. Мне это и нахуй не нужно. Не для этого столько душ пахали до вас, выблядки. Выблядки, которые прохерили свое древо рода. Вот и все. Ответственности, блядь, ноль, по позвоночнику им шарахнет за их знания. Ой, смотрите, здесь верховная жрица, дьявол. Кого вы там вызывали, блядь, лошары? Мы мастерство обуздали, да мы храбры. Кого вы вызывали? Вам хребет всем попереламывают, блядь. Заказывайте сразу 3 инвалидных качалки. У них на вас очень большие планы. Беда, нищета, потери. Императрицам с саном сраным, императором. К звезде они шли, блядь. Разрушено все будет подчистую. Они в курсе, здесь уже ожидание смерти. Знаете что? Здесь вплоть до того, что люди будут... Они отработают, не переживайте. Здесь как овощ будет лежать, но отрабатывать, сука. В этой жизни было накосячено, в этой жизни будет и отрабатывать. И чтобы твари, блядь, и сдохнуть не могли, пока не доживут хоть 1000 лет, лежать будут в пролежнях, гнить, пока не осуществится то, что задумала Регина Рода. Пока не найдется в этом роду, в поколении хоть один мужчина и одна женщина, которые достойно по кодексу будут владеть знаниями и станут полезны этому роду. Перевоплощение, еще что-то, хрен на воротник, блядь. 1000 лет с пролежнями, блядь, вот там вот, в обездвиженке. Вот это, я думаю, достойное наказание таким падалям. Потому что здесь, я так предполагаю, ребятки, пахали по вам, блядь, годами, десятилетиями, сука, и по вашим детям. Тут так, ну, тут часть рода идет в уплату, блядь, хозяину кладбища. Ой, короче, дело к ночи. 3-й вариант меня поразил, удивил, даже заинтриговал. Но, господа, говорила то, что идет по потоку. Здесь реально Регина Рода, блядь, зла. Вот, понимаете, вышел 15-й, вышел там Самди, все это, блин, они такие, ну, ты же сама понимаешь, надо порешать. И я прекрасно понимаю, как сейчас решаются эти вопросы.
А вот когда до Регины рода я доковырялась, там действительно уже, злость. Потому что уже все. Терпець увірвався, мабуть, у когось. Тоже, блядь, такие лохопудалы. Сами не умеют ни хера своими мозгами, руками, блядь, делать. Им только все готовое подавай, все напизженное и побольше, блядь. Понимаете? Бо они у нас звездочки ясные, блядь. На самом деле, скорее всего, эти люди просто-напросто никогда не... Все ждали, когда им кто-то принесет на блюдечке, понимаете? Здесь мамочки, которые поощряли воровство денег из разных источников у своих, блядь, дебилов-сыночков. Вот и расплата пришла. Либо здесь баба, которая... Ей было срано, откуда у нее бабки, у ее мужика бабки на все ее прихоти. Да не важно, кто здесь вообще. То есть тут лошадные конторы. Арсен, это реально, да. Четко подмечено вообще. То есть здесь вот такой момент, представляете, я же говорю, сколько жизней, сколько всего, чтобы вот это вот гнилье просто вот так вот, знаете, исчерпало, блядь, все лимиты, сука. В погоне, знаете, хоть за вот такой маленькой властенкой, хоть, блядь, хоть что-то, знаете, иметь. Чтобы влиять на других и мстить, зависть к другим людям. Здесь очень неуверенные в себе, конченые персонажи. Вот так-то. У них вопросы никогда не решатся с документами. Знаете, единственный момент, когда у них решится вопрос, вот хороший документ, который вот как по маслу пойдет, это некролог. И то, если повезет, ведь его не всем пишут. Так что осознанным добра и любви этого мира, ребятки. Пока-пока.